приветик, добро пожаловать на мой канал. Я не знаю, как после лета в этом году. Я посмотрел по карте Европы и разговаривал с своими родственниками и с матерью. Везде вся Европа у нас печется, жара невыносимая. Но у нас в Англии лето как что-то такое. Только было пару дней было очень жарко у нас, до 28 градусов, это еще на прошлой неделе. Дождь прошел, была один день духота, а теперь 18-19 градусов, так что пришлось даже кофточку одеть. Итак, сегодня я решил с вами поделиться рецептом моей мамы. Она выпекала нам такие рогалики в детстве, все мы очень любили. Я даже когда уже из дома ушел, учился в училище, жил в общежитии, всегда мама приезжал домой к родителям, она всегда мне выпекала эти рогалики. И всегда я, когда сколько в гости ездил, всегда она тоже выпекала. Ну, где-то пару лет назад она мне отдала свою книжку рецептов. Она уже потрепанная, здесь такая. И я решил эти рогалики сегодня сделать. Давайте приступим к выпечке. В первую очередь я сделаю тесто. Моя мама всегда называла это тесто холодным тестом, потому что замешиваем тесто и ставим в холодильник на пару часов перед выпечкой. Пускай оно в холодильнике стоит. Иногда можно замесить тесто с вечера, всю ночь пускай стоит, утром встанете и можно выпекать. Ну так. Все составляющие этого теста я подпишу под видео. Она очень легкая. Сейчас быстро вкратце я вам расскажу, что я делаю. Здесь 800 грамм муки, пачка маргарина 250 грамм, стакан молока, пол пачки дрожжей. Чтобы дрожжи подходили, я добавлю 1 ложку сахара и 1,5 ложки сахара в муку. Сейчас быстро мы дрожжи вернем для массы, чтобы они проснулись и стали работать. Я знаю, что у мамы все составляющие, они не в граммах, не в миллилитрах, а как 4 стакана муки, все в стаканах. Но я решил померить и взвесить, и, в общем, 4 стакана получилось 800 грамм муки. И тогда мы поставим, пускай месяца. Не знаю почему, но мне нравится работать со свежими дрожжами, чем с сухими. У меня сухими дрожжами иногда не выходит что-то мне. А свежие дрожжи это самый раз. Итак, свежие дрожжи я перемешал. Так. Что я сделаю? Я залью стакан молока. Пачку маргарина я растопил в микроволновке. Когда я топлю в микроволновке маргарин, я всегда накрываю, чтобы не брызгалось по микроволновке. Теперь это все зальем туда. Смотрю, чтобы не горячее было для дрожжей. Самый раз. Теперь мы зальем дрожжи сюда. И теперь мы насыпем всю муку. И
Пускай замешивается. Итак, тесто у нас вымесилось. Вот такое оно получилось. Теперь оно не прилипает к стенкам ни к чему. Так что я сделаю? Посмотрите, какое красивое тесто. Теперь это тесто я положу в пакет. И так заверну. И теперь этот колобочек пойдет в холодильник на пару часов. А если вы делаете, может, на завтра, то можете на всю ночь ставить. Так что встретимся, когда все через пару часов теперь. Итак, наше тесто было в холодильнике 2 часа. Оно даже немножко удвоилось в размерах. Так что я немножко помял ее. Так, теперь я немножко посыплю на стол муку. И вытащим это тесто с нашего мешка. Вот таким образом. В первую очередь, что я сделаю, я, наверное, разделю на 3 части. Чтобы легче работать. На 4. Вот так. Эти кругляшки я поставлю сюда, и я сейчас их накрою тоже, чтобы они не проветривались. А это один мячик теста я немножко раскатаю. Тесто очень легко работает, не прилипает, толщиной пару миллиметров. А теперь мы посыпем сверху сахаром тоже. В то время, когда мы все это делаем, у нас уже духовка нагревает до 180 градусов. Вот таким образом мы сахар посыпем. Потому что мы в тесто только добавили 2 ложечки сахара. Так что тесто не очень сладкое. Такое тесто получилось. Теперь я пройду так. Весь сахар туда немножко отбежу. Сюда. Теперь что я делаю? Я буду разрезать такими как треугольниками. Таким образом. Вы знаете, если вы хотите, вы можете делать большими. И они, конечно, получатся здоровые. А я хотел бы маленькие, потому что тем более мой младший сын возьмет их в школу. И теперь мы все это так разрезали. Мы будем просто заворачивать как круассан. И они получаются вот такие. Я взял уже 2 плотные, положил в бумагу. И вы знаете, иногда я немножко попрыскаю маслом пекарным. На всякий случай, это не обязательно. А теперь я эти круассанчики вот так поставлю. Не ставьте их очень близко друг к другу, потому что, не забывайте, это у нас дрожжевое тесто, и оно уже поднялось, в холодильнике умудрилось подняться, так что она еще у вас поднимется тоже. И так должны они все выглядеть, как вы получите. Смотрите, они как мини-круассаны получили, маленькие круассанчики. Так что сейчас они идут на 180 градусов на 15 минут. Итак, моя мини-пекарня работает во всем.
В общей сложности у меня получилось 4 противня и 16 рогаликов на противне. Так что всего 64 рогалика получается. У меня сейчас последний противень еще в духовке нагревается, а эти уже немножко подостыли. И теперь что я с ними буду делать? Посмотрите, какие они получаются. Шикарные. Как они удваиваются в размере. Так, теперь эти рогалики я просыплю через сахарную пудру. Вот здесь у меня сахарная пудра. Вот так беру и посыпаю сверху. Вот таким образом. И складываю сюда салатницу красиво. Вот таким образом. Потому что, как вы помните, мы в тесто не ложили ни один сахар, только положили 2 ложечки. И когда вот раскатывали, да, я ложил 1 ложку. А теперь вся сладость будет от сахарной пудры. Вот таким образом. Вот таким образом. Итак, посмотрите наш финальный результат. Какая красота! Какая красота! Это моя мама рецепт. Она всегда называла это холодное тесто, но я их называю как рогалики. У меня получилось 2 такие миски. Здесь 64 рогалика, 4 противня. Они покрыты сахарной пудрой теперь. А теперь посмотрите, как она... Смотрите, какая красота. Смотрите. Пышные, мягкие. Теперь настало время попробовать, что же у меня получилось. Вы знаете, попробуйте, сделайте. Вы не проживете, вам понравится тоже. Как вы видели, их легко очень делать. Легко замесить дрожжевое тесто, сразу в холодильник на пару часов, если вы хотите. На самом деле, то можете поставить на всю ночь в холодильник. Или если вы намесите тесто, половину можете 1 день использовать, другую половину теста на следующий день можно использовать. Но это очень-очень вкусно. Я не знаю, откуда мне мама взяла этот рецепт, но я скажу, что она всегда нас баловала этими рогаликами. В детстве, когда мы повзрослели, сейчас она пожилая женщина, 87 лет женщине, она уже не делает. Но утром я с ней разговаривал, она говорит, сделай, попробуй, потому что как раз мой младший сын возьмет себе в школу участие в этих рогаликах. Если вам это видео понравилось, поставьте лайк. Я думаю, что это видео не было вам очень скучным. Я, может быть, дал какую-то вам идею. Я был бы очень признателен, если вы поддержите мой канал и подпишитесь тоже. На этой ноте я вам пожелаю, берегите себя, своих близких. И мирного неба всем нам. Пока-пока. И до новых встреч.